Выставку, посвященную Елене Поленовой и Марии Якунчиковой, открывает этюд «Две свечи». Какая точная метафора! Это были две одаренные женщины, схожие в своем восприятии жизни и в понимании искусства, и в приверженности жанру, который называется «Art and Craft» – искусство и ремесла, и в том, что, соединив пленерную живопись с декоративностью, первыми из русских мастеров подошли к стилю модерн. И Елена Дмитриевна, и Марья Васильевна прожили очень мало, уйдя из жизни в рассвете сил и таланта. Поэтому сегодняшней широкой публике они практически неизвестны. В музее-заповеднике Поленова хотели бы исправить это, и потому подготовили выставку, которая называется «Очарованные страницы». Обе они младшие сестры. Елена Дмитриевна – сестра великого русского художника Василия Поленова, а Мария Якунчикова – сестра его жены Натальи Васильевны. Впервые они встретились в 1882 году, но тогда Маше Якунчиковой было всего 12 лет, а Елене Дмитриевне уже 32 года. Это была опытная художница, отучившаяся в школе поощрения художеств в Петербурге, съездившая на стажировку в Париж. Кроме того, это была взрослая женщина, за плечами у которой было уже и разочарование в чувствах, и не случившийся не без участия родни брак. Но пройдет несколько лет, и подросшая Маша станет для Елены Дмитриевны ближайшей подругой и единомышленницей. Эта связь оставалась тесной даже тогда, когда они годами не виделись. Так, в 1895 году из Рима Поленова напишет Якунчиковой: «Можно очень редко видаться, а связь внутренняя». В этом круге рисовали буквально все. Но у Марии и Елены с детства были отмечены выдающиеся способности. Поэтому они учились под руководством блестящих преподавателей Павла Чистякова и Николая Мартынова соответственно. Главным же художником этого круга был Василий Дмитриевич Поленов, разносторонне талантливый, высокообразованный и очень деятельный. Он делился с другими всем, прежде всего знаниями. В его поместье, в Барке, дом всегда был открыт для его учеников, а среди них были и Коровин, и Остроухов, и Нестеров. И здесь происходил процесс взаимного обучения, кипела творческая жизнь. Здесь, как это нечасто бывает в России, приветствовалось новое. А уж легендарные рисовальные вечера и акварельные утра – это был одновременно и клуб, и академия, и семья в самом широком смысле слова. Лето 1887 года Маша Якунчикова провела на дачу Поленова в подмосковной Жуковке. И Наталья Васильевна писала Елене Дмитриевне, что она увидела в сестре редкую в наше время девушку, настолько она всесторонне развита. В то лето в Жуковку к Поленову заезжал Валентин Серов и начал портрет Маши Якунчиковой, оставшийся, увы, незаконченным. Незакончен и портрет Якунчиковой работы Константина Коровина, представленный на нашей выставке. В конце 1880-х годов Мария Якунчикова создает около 100 акварельных пейзажей, в которых заметно влияние Елены Дмитриевны Поленовой. Пейзажи Поленовой камерные, в них вовсе может не быть дальних далей или величественных просторов, но всегда есть обаяние малого, прелесть детали, елочки, подсолнухи, цветы. Давайте сравним. Вот это подсолнухи Поленовой, а вот Якунчиковой. Вот это кувшинки Поленовой, а вот это Якунчиковой. А это чья работа? Елочки. Поленовой? Нет, Якунчиковой. А Поленовой вот это. В 1889 году обе художницы оказываются во Франции по разным причинам. У Марии Васильевны был обнаружен туберкулез, повседневная беда великой цивилизации XIX века. В Европе она почувствовала себя лучше, осела в Париже, где работала в разных мастерских. Елена Дмитриевна приехала в столицу Франции ради самоосвежения. Так она назвала свою поездку. Здесь, в Париже, где чуть не каждый год появлялись новые имена и школы, обе художницы стали собой, придя к стилю модерн. У обеих много незавершенных работ, но чувство незаконченности не возникает. Наоборот, оставленный незакрашенным лист или холст только усиливает идею. Удивительно, пройдет еще 20 лет, прежде чем это станет обычным явлением. Кроме того, и у Елены Дмитриевны, и у Марии Васильевны множество эскизов, которые не воплотились в законченные работы. Но они прелестны сами по себе.
как, например, эта восхитительная детская работа Елены Поленовой. Елена Поленова Марии Якунчиковой. У меня в голове много мыслей. Мне хочется сделать так много, что, боюсь, ничего не выйдет. Во мне постоянно возникают новые картины, и я верю, что могу их сделать. Лишь бы не прошло это чудесное настроение. Тем временем работы Елены Поленовой появлялись уже на передвижных выставках, были в собрании Третьякова. А в 1891 году коллекционер купил и пастель Якунчиковой. Еще через 2 года ее афорты выставлены в парижском салоне и имеют большой успех. Мария Васильевна вышла замуж за врача Льва Вебера. В Европе появились на свет ее дети, чьи потомки сегодня живут в Швейцарии. Но летом она всегда приезжала сюда, на Аку. Она обожала окские, беховские красоты, любила семью своей сестры и дом, построенный Поленовыми в Барке. Узнаете? Знаменитый камин на этой ее работе. Обеим художницам было тесно в рамках привычных жанров, поэтому они стали пионерами в России того направления, что во всем мире зовется Art and Craft – искусство и ремесла. Елена Дмитриевна организовала в Абрамцеве столярно-резческую мастерскую и создала более 100 эскизов для резной мебели. Как и Василий Дмитриевич, Елена Дмитриевна в детстве лето проводила на севере, в Имаченцах, поэтому и резная мебель у нее с северным, я бы даже сказал, с карельским акцентом. Что касается Марии Васильевны, то она и вовсе изобрела собственную технику. Она выжигала по дереву, а поверх писала маслом. Получались своеобразные живописные барельефы. А еще Елена Дмитриевна увлеклась сказочными сюжетами. Сама писала литературные адаптации и иллюстрировала сказки, используя орнамент. Это уже чистый модерн. Билибин, Малютин, Нарбут в прямом или переносном смысле слова ученики Елены Дмитриевны. А белая уточка нанесла яичек, вывела деточек, 2 хороших, а 3-го заморушка. Как писала английская журналистка Нетта Пикок о стиле Елены Дмитриевны Поленовой, это было удивительное смешение севера и востока. Вообще модерн подступал. В 1898 году Сергей Дягилев начал выпускать журнал «Мир искусства». И Елена Дмитриевна, симпатизировавшая новому движению, согласилась сделать эскиз для 1-го номера. Но сотрудничество не случилось. За 2 года до этого Елена Дмитриевна ехала на извозчике и на Трубной в Москве попала в аварию. Ее коляска перевернулась, а сама она ударилась головой о мостовую. Последствием этого удара, этой травмы, стала быстро развивавшаяся опухоль мозга и смерть. Мария Якунчикова-Вебер, тяжело переживавшая утрату любимой подруги и единомышленницы, написавшая «Все мы осиротели, вещи потеряли для меня аромат», продолжил начинание Елены Поленовой. И в русских сказках, и в буквах для азбуки, и в буквицах, и в орнаментах. В духе открытий Поленовой она оформила один из номеров журнала «Мир искусства». Дягилев был от нее в восторге. Но, к огромному сожалению, обострилась старая болезнь, и, не дожив до 32 лет, Мария Васильевна скончалась. Так погасла и ее свеча. Очевидно, что эти одаренные женщины, очарованные страницы, опередили свое время, предложив новое понимание национального искусства, которое впервые оказалось созвучно искусству мировому и происходившим в нем переменам. Чуть не впервые в истории оно оказалось современным западному. Поэтому сегодня вспоминать о Елене Дмитриевне Поленовой и Марии Васильевне Якунчиковой хочется не только с любовью и печалью, но и с огромной гордостью.